Крепость Брест-Литовск в середине 19 века отличалась не только своей оборонной мощью и неприступностью. Цитадель – сердце крепости на центральном острове, образованном слиянием рек Муховец и Буг, выделялась своей особенной архитектурой. Так, 4 въездных ворот кольцевой казармы имели свой неповторимый облик. Здесь, на этом месте, через правый рукав Муховца, располагались так называемые трехарочные ворота. К сожалению, ураган Великой Отечественной войны их не пощадил, от ворот не осталось и следа. Название трехарочные ворота получили только в советское время из-за своего внешнего облика. Изначально же они именовались Кобринскими воротами, позднее Брестскими, поскольку они вели через Кобринское укрепление к городу Брест-Литовску. За время своего существования ворота меняли название неоднократно. В период кайзеровской оккупации их называли северными. В это время немцы решили расширить возможность использования ворот. Слева и справа от основного арочного проезда были снесены казематы. На их месте появились 2 дополнительных проезда. Один из них использовали под узкоколейку. В межвоенный период поблизости располагалось командование 9-го Полесского военного округа, поэтому ворота стали называть штабными. Мост через правый рукав Муховца перед воротами изначально был подъемным, по типу Бригитского моста. Однако со временем утратил функцию пропуска маломерных судов. В период межвоенной Польши мост был разобран, а затем отстроен заново, уже без подъемного механизма. А когда в сентябре 1939 года польские войска оставляли крепость после 3-дневного сопротивления, саперы попытались взорвать мост у трехарочных ворот. В начале Великой Отечественной войны в этом месте шли ожесточенные бои. Осажденные в крепости советские воины несколько раз пытались пойти на прорыв через трехарочные ворота в город. Но эти попытки не увенчались успехом. Мост постоянно обстреливался. До сих пор на его перилах сохранились следы от пуль и осколков. Во время боев в крепости трехарочные ворота сильно пострадали. В послевоенное время их разобрали на кирпичи. Этот полуразрушенный мост – уникальное инженерное сооружение, не имеющее аналогов во всей Европе. Тем не менее, он остается вне экскурсионных маршрутов, и посетителей крепости сюда не приводят. Неспешное течение правого рукава Муховца огибает 2 железобетонные опоры с фермами, 3 пилонами и осадками подъемного механизма. Они стоят уже более 100 лет. Это Бригитский мост Брестской крепости. А вот как вспоминает о возведении моста Иван Осипович Белинский, инженер, который спроектировал его и лично руководил строительством. Работы было много. Мне поручили перестройку казематов форта номер 5 и их усиление, а также прилегающих участков местности. Отдельным заданием было составление проекта железобетонного моста через водяной ров в Волынском секторе крепости. Этот железобетонный мост не был единственным. Второй мост, так называемый Бригитский, был спроектирован и построен мной через правый рукав реки Муховец. Мост имел ту особенность, что средний пролет его имел подъемное пролетное строение длиной 6,5 метров. Это обеспечивало пропуск по реке судов, плывущих по Днепровско-Букской системе, связывавшей Балтийское и Черное море. Пролетная часть имела массу свыше 3 тонн. Поднять ее и привести систему в действие могли всего 2 человека, вращая рукоятки приводов подъемных механизмов. Свое название мост получил от монастыря Бригиток, что располагался поблизости. Как, впрочем, и проезд, тоже названный Бригитским. Это проход в кольцевой казарме, связывающий цитадель с западным участком Кобринского укрепления. Только в польский и предвоенный советский периоды Бригитский проезд назывался Белостокскими воротами, в отличие от других ворот цитадели. В остальное время он так и оставался проездом. Обусловлено это тем, что проезд был простым и архитектурно никак не выделялся на фоне кольцевой казармы. К сожалению, Бригитский проезд даже в таком виде не сохранился. Война не пощадила и его. Сохранился только такой вот крюк, на который когда-то вешались массивные металлические ворота. Незавидная судьба и Бригитского моста. Грянула Первая мировая война. В августе 1915 года войска российской армии покидали Брест-Литовск. В результате пожара, охватившего крепость и город, сгорел и Бригитский мост. Подъемный механизм больше не функционировал. В 1939 году, накануне штурма крепости войсками нацистской Германии, польская армия вывела из строя все мосты, которые вели в крепость, за исключением Тереспольского.
Также был поврежден Бригитский мост. Немцы не стали его ремонтировать, а проникли в крепость по быстро уложенному деревянному настилу. В послевоенные годы был демонтирован один из металлических пилонов. С тех пор мост остался без изменений. В следующую субботу вы узнаете, какое строение крепости Брест-Литовск называли чудом инженерной мысли, как получили свое название Холмские ворота и какое отношение к Тереспольским воротам имеет Гитлер и Муссолини.